привет! Сегодня я расскажу, как установить новый DPS-метр для Ion. Он не модифицирует клиент и не делает иероглифы в чате. Также из-за того, что не нужно включать логирование чата, ваш VPS не будет просаживаться на массовых активностях. Да-да, то есть почти идеальный DPS-ник. Поддержку русских серверов добавили в него совсем недавно, и единственный минус для нас пока не работает на межсерверах, только Asgard и Нортика. Скачать сам DPS-ник можно с сайта myion.eu. Заходим во вкладку DPS-метр, Download. Для начала необходимо установить npcape драйвер, после сам DPS-метр. Во время установки npcape драйвера необходимо поставить последнюю галочку, ну и потом далее установить. После устанавливаем DPS-ник и перезагружаемся. В DPS-метре есть множество функций, как и просто измерить DPS, так и помериться пиками с миром, включая игроков с Кореи, Японии, Америки и Европы. К примеру, на сайте DPS-ника заходим в раздел PvE ранкинг и можем посмотреть проходки других игроков. Их шмот, коллекции, кубики, если они их загрузили. Также можно посмотреть ротацию каждого члена группы, DPS в секунду, общий урон, ну и некоторую информацию о игроке. Для запуска DPS-ника просто заходим в выбор персонажа, потом выбор сервера, запускаем DPS-ник и заходим назад на персонажа. Если все сделано правильно, в DPS-нике будет светиться зеленая лампочка. Теперь перейдем к настройкам DPS-ника. Первое, заходим в App Settings, первые 6 галочек можно не трогать, все выставлено как нужно, чтобы DPS работал корректно. В разделе автоаплод есть две галки. Первая отвечает за загрузку шмота других игроков, пока сам не разобрался, как до конца работает. Вторая — загрузка PvE сессий, отвечает за автоматическую загрузку статистики им на сайт после пройденного данжа. Если не хотите такого, просто убираете галку. Пример сессии на экране. Второе — это настройки профиля. Отвечает за профиль вашего персонажа. В ней вы можете указать, например, свой YouTube канал, либо Twitch, и на странице вашего профиля будет кнопка перехода на ваш YouTube канал. Также чуть ниже будут доступны все ваши опубликованные видео. Первая галка отвечает за скрытие вашего ника в загруженных сессиях. Пример вот на экране. Вторая галка Hide Equipment скрывает ваш шмот на сайте и в DPS-нике. Если вы бегаете открыты, любой владелец DPS-ника может выгрузить ваш шмот. Чтобы вы этого избежать, просто поставьте эту галочку. Как работает, показано на экране. Третья и четвертая галка отвечает за показ ваших кубиков и коллекций. Их загрузить на сайт можете только вы, через сам DPS-ник, об этом расскажу немного позже. Вкладка Network нужна только тем, у кого есть 2 и более сетевых адаптера, и тем, кто использует VPN типа ExitLag. Наводите на нее, наводите на адаптер, выбираете свой основной сетевой адаптер, во вкладке Port VPN выбираете свой VPN-клиент. Пройдемся по самому DPS-нику. Первый раздел — книжечка Skill Rotation. Показывает полный лог того, что вы нажимали посекундно, сколько урона вылетело, ну и так далее. Вторая вкладочка Damage Distribution. На ней можно посмотреть средний урон со скилла, процент крита со скилла, сколько раз ударили тем или иным скиллом, максимальный урон за всю сессию, ну и так далее. Подробнее смотрите на экране. Третья вкладка Мешочек, Loot Table. Думаю, из названия все понятно. Можем посмотреть, кто что лутанул с моба. Четвертая вкладка Профиль персонажа. Можем посмотреть список игроков на сервере, посмотреть экипировку определенного игрока на сервере, если она выгружена на сайт, а также выгрузить экипировку других игроков, если они открытые. Например, вводим свой ник, нажимаем Search, поиск, и нажимаем Upload. Все, теперь ваш мод, кубики и прочее выгружены на сайт. На этом, пожалуй, пока все. Если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях, будем вместе их решать. Всем спасибо, всем пока.